Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы вместе с вами будем готовить прекраснейшие пирожные, оформленные как торт, порционные такие кусочки. Очень многие любят порционные сладости, как взрослые, так и дети. Интересное название нового тренда – торт-пицца. Давайте скорее готовить. Готовим тесто. Для него нам понадобится 5 крупных яиц. Общий вес яиц у меня 280 граммов. Помещаю яйца в дежу миксера, добавляю треть чайной ложки соли и 200 граммов сахара. Взбиваю с помощью миксера на высокой скорости в течение 10-15 минут. Я взбивала свою массу 15 минут. Вот такая она плотная, воздушная получается. После чего всыпаю просеянную муку 250 граммов. И 7 граммов разрыхлителя для теста. И очень быстро перемешиваю. Сначала на минимальной скорости, а потом несколько оборотов на максимальной. Вливаю растительное масло 50 граммов. И добавляю 50 граммов сметаны комнатной температуры. Жирность сметаны 20%. Снова очень быстро, за несколько оборотов, перемешиваю массу. Все, тесто готово. Несколько раз пройдусь лопаточкой. Если вдруг что-то не домешалось, то перемешаю. Все, теперь помещаю тесто в кондитерский мешок и разложу по формам. Мне понадобится вот такая силиконовая форма. Я заказала ее на Вайлдберрисе. Можно купить на Алиэкспресс или в каком-то магазине для кондитера. И одна формочка, усиленная капсула для капкейка мне понадобится. Заполняю форму тестом не больше, чем на 2/3. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем до готовности. У меня на это ушло 30 минут, вам может понадобиться другое время. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Палочка, вставленная в центр, должна выходить сухая. Даем немножко нашим пирожным подостыть. И затем немножко подровняем верхушечки. Сверху пирожных получается такая немножко хрустящая корочка. Они очень-очень нежные внутри. Осторожно извлечем из формы, чтобы не повредить их. В формочке 8 штук пирожных. Я испекла 8, а на 2 пирожных тесто лежало в холодильнике в кондитерском мешке. Если у вас есть 2 формочки, можно сразу же испечь 10 штук. Вот такие аппетитные заготовочки получились. Теперь разрезаем их пополам и приступим к прослаиванию и украшению. Поместила пирожные на подложку вот таким вот образом. И сейчас приготовим крем для прослаивания. Нам понадобится 550 граммов сливочного сыра. У меня это 70%, но такой вот мягкий сыр. Добавляю 80-90 граммов сахарной пудры. У меня 80 граммов сахарной пудры. И 80 граммов жирных сливок жирностью 33%. Можно брать и 35, конечно же. Все продукты должны быть холодные. И взобью с помощью миксера до получения однородного пышного крема. Сначала перемешаю на небольшой скорости, чтобы ингредиенты объединились и сахарная пудра не разлетелась во все стороны. Потом можно слегка увеличить скорость. Часть крема помещаю в кондитерский мешок. Насадка роза вот такая у меня. На выходе 1,2 сантиметра.
И теперь я буду пропитывать пирожные и прослаивать их кремом. Если пирожные будут вот таким образом транспортироваться на подложке, то лучше всего закрепить их с помощью крема к подложке. Если для домашнего чаепития, то можно этого не делать. Пропитываем сиропом пирожные. У меня это простой сироп. Можно пропитывать также с помощью молока, сливок, молочного сиропа. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Я поместила на круглую подставку свои пирожные, так будет лучше их декорировать. Таким образом собираем все пирожные. Окрасила крем в различные цвета: голубой, сиреневый, светлый, темно-сиреневый. И буду использовать насадки «Закрытая звезда» М1. Насадочку. Вот это закрытая звезда. Вот насадка М1. И насадка роза. Здесь я крем поместила сначала светло-сиреневый, потом белый, чтобы были переходы интересные, плавные. И украшу пирожные.